Друзья, всем большой привет, с вами Юля, вы на канале о Польше, иммиграции и путешествиях. Я нахожусь в Варшаве и решила, что вам тоже будет интересно посмотреть, какой же это город, как он выглядит, что здесь есть. Попробую прогуляться сегодня по нему, посетить какие-то интересные места. Я уже здесь была, но многое не помню или что-то, естественно, не посещала, поэтому откроем интересные уголки вместе с вами. План прогулки пока такой: дойти до Дворца культуры и науки, потом пойти в парк Лаженки, дойти до университетской библиотеки и закончить все в старом городе, на главной площади старого города. Если вы приезжаете на главный вокзал, при выходе вас сразу встречает Дворец культуры и науки. Сталинская высотка была построена в 1955 году высотой 42 этажа, и там еще есть смотровая площадка. На нее подниматься не буду, только зайду внутрь, потому что снаружи здания я видела, а вот внутри нет. Сейчас Дворец культуры и науки служит большой выставочной площадкой. Там находятся 4 музея, рестораны, кинотеатры и многое другое. Большой развлекательный, культурный и научный центр. Конечно, это здание вызывало и вызывает много споров, потому что есть приверженцы того, что это здание должно быть снесено из-за исторических событий. Есть кто считает, что оно должно быть сохранено, и эти споры периодически возникают. Но лично мое восприятие этого здания, мне оно визуально нравится, особенно как сделано окружение, зеленые зоны, газончики. Как-то воспринимается очень приятно, и само здание для меня выглядит красиво. А вот и главный вход с другой стороны. Припаркованы старые автобусы Шкода. Площадка здесь перед входом, где можно посидеть, стол, лавочки. Длинная очередь. Надеюсь, мне не туда. Не понимаю, куда очередь, но вроде можно просто войти. Мне лично интересно, как выглядит внутри. Да, это очередь на смотровую площадку Тарас Видаковый. Чтобы что-то там посмотреть, нужно, конечно, понимать, что хочешь. Наверное, есть какой-то сайт, где можно совсем ознакомиться. Ну, а я пойду в университетскую библиотеку. Для понимания масштаба города, население Варшавы около 2 миллионов человек на 2020 год, поэтому это достаточно большой современный город, очень разный. Мы видим на заднем плане, если видно, высокие стеклянные здания, есть старая часть, есть старые улицы, но, конечно, наверное, многие знают, что Варшава во время Второй мировой войны была разрушена на 90%. Просто было катастрофическое, конечно, разрушение города. И ее восстанавливали. И сейчас она выглядит, ну, прям, я бы сказала, хорошо, круто. Идя по улице Новый Свят старого города, вы обязательно встретите памятник Николаю Копернику, известному польскому астроному. Друзья, подошла к библиотеке.
Вау! Как интересно! Сейчас мы пойдем в интересное место. Друзья, невероятно классное пространство на крыше библиотеки. Я взяла кофе, прям там в библиотеке есть кофейни. Также взяла в Коста Кофе банановый хлеб и буду наслаждаться прекрасным видом. Снимаю на фоне Витали. В общем, мы пришли в Хава Кошики, это фудкорт. Зайдем сейчас, посмотрим, насколько он большой, и поужинаем здесь. Виталь, ты знаешь, что такое кошики? Типа как коробочка, котелки. Корзинки. Магазинчик с продуктами. Держим путь на парк Блаженки. Большой, классный, красивый парк, и вроде даже там есть дворец. Мы сейчас пройдем через парк Уяздовский. Как раз он на пути в парк Блаженки. Тоже очень красиво здесь. И вот мы дошли до самого большого парка в Варшаве, Блаженки. Парк безумно красивый. Мы подошли к дворцу на воде. Его еще называют Блаженковый дворец. А сейчас мы подошли к Римскому театру. Летом здесь часто проводят концерты. Мы, кстати, были на одном из них, играли Шопена. Мы дошли до башни водосбора. Сейчас там находится музей ювелирных изделий, а напротив нее старая оранжерея. Мы пришли на завтрак в кафе в центре города, несмотря на то, что много людей. Здесь есть места. Друзья, ну и все, у нас по плану только изучить старый город. И мы пришли на рыночную площадь. Как много людей.
Друзья, видим, как много людей на площади. Сегодня День Конституции. И сзади меня Королевский замок, а сбоку памятник Сигизмунду. Друзья, ну вот мы подошли к Барбакану в старом городе. Он служил оборонительным сооружением. Ну и сзади меня видим крепостную стену. Сейчас пройдем сквозь и посмотрим, как Барбакан выглядит с другой стороны. И здесь теперь зона для прогулок. Конечно же, во время войны здесь все было разрушено, но постепенно вновь воссоздали вид старой крепости, старого города. Очень рекомендуем это заведение, например, для обеда или ужина. В этом заведении как раз традиционная польская кухня. Друзья, мне очень понравилась прогулка по Варшаве. Желаю каждому тоже побывать здесь, прогуляться. И если вы воспользуетесь этим маршрутом, надеюсь, он вам понравится. И все места, в которых были, все заведения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайк этому видео и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Мы встретимся с вами буквально через несколько дней. Все, всем пока!